Приветствую вас на канале Таро Флёр. Мы сейчас будем смотреть прогноз на неделю с 24 по 30 июня на картах Райдера. И совет будет у нас по картам травника. Давайте для начала посмотрим, как будет вообще неделя проходить. У нас будет, как обычно, 3 варианта развития событий. Так, первый, второй. И вот эту хочу. Третий. Первый, второй и третий вариант. Выбирайте, какая вам карта понравилась. И сейчас мы посмотрим совет также к каждому варианту. Итак, первый вариант у нас развитие событий на следующую неделю. Спокойно у вас пройдет неделя. Спокойно. Могут быть какие-то у вас небольшие эмоциональные, конечно, ситуации, но в целом вы себя будете чувствовать очень комфортно, уверенно, очень решительно. От вас потребуется понимание ситуаций, в которых вы будете находиться. Здесь почему говорю, что вам понадобится понимание, потому что могут быть, знаете, как кто-то, я так это объясню, как кто-то будет напускать туман. Вам нужно в этом тумане видеть реальность, видеть путь, куда вам нужно идти. То есть различать иллюзию, различать ложь, различать, что действительно реально, а что нереально. Причем у вас для этого есть вообще и способности, и опыт. Может быть, человек будет знакомый, что вы поймете, где он вам может быть в чем-то скрывать что-то от вас, этот человек. Может быть, дети могут что-то от вас скрывать, может быть, коллега, которого вы уже знаете вдоль и поперек. Может быть, вы сам человек, который, знаете, считает людей, как видит сквозь рентген. Вот. Неделя очень хорошая. Получение, в общем-то, возможно, здесь также денежных средств, получение результатов от проделанной вами работы, вне зависимости от каким способом вы получаете вознаграждение за свой труд. Может быть, вы просто домохозяйка, так что обязательно здесь какие-то будут плюшки, я их так называю. В общем, могут быть и даже, может быть, и подарки от мужчины. Да, в этом варианте у нас здесь король, здесь возможно, что король тоже может прийти с какими-то подарками. Но опять же, здесь вам хочу сказать, что не обольщайтесь, то есть будьте предельно, ну не предельно, но начеку. Хорошей вам недели. Второй вариант развития событий на неделю с 17 по 30. Ой, какая у вас хорошая карта. Так, а здесь у нас что? Угу. Так, неделя хорошая, неделя больших активностей, больших возможностей, неделя, чтобы показать себя с самой лучшей стороны, показать себя лидером, показать все свои возможности, показать, что вы тот самый человек, которого нужно выбрать, тот самый человек, за которым нужно идти, тот человек, чье мнение основано на опыте, основано на знаниях, и его слово и его опыт очень точны и правильны. Здесь не нужно предостережение, здесь нужно не забываться. Да, вы сильный человек, вам люди где-то порой смотрят в рот. Значит, да, не потакая, а следуя за вами и слушая ваши слова, как какие-то действия согласно плану. Вообще все согласно плану, если у вас есть какой-то, да, план, у вас есть что-то вы запланировали, может быть, отпуск вы запланировали, может быть, какую-то работу вы запланировали, то все пройдет согласно вашему плану. Поэтому по совету карт здесь у нас приход может быть денежных средств, новых возможностей, в которых вы можете себя показать, да, как лидер, новых знакомств. Здесь может быть также и подарок по этим картам. Здесь может быть и также, помимо того, что это может быть подарок, может быть не логичное, не, еще бы назвала какое-то, наверное, не экологичное
трата денег, транжирство какое-то, знаете, неосознанное, непонимание. Деньги легко пришли, деньги легко ушли. Вы человек очень сильный, и вам нужно однозначно принимать решение, куда вам рационально потратить денежные средства, которые к вам пришли. Не бросать деньги на ветер. Для этого у вас будут все возможности. Хорошей вам недели. И третий вариант развития событий на неделю с 17 по 30. Так, ну вы просто победитель. У вас все будет получаться, новые какие-то возможности. Здесь у нас двойка мечей. Знаете, вот если вы ожидали какой-то победы, вы ожидали какого-то исхода ситуации в вашу сторону, то вот карты говорят о том, что эта неделя будет как раз направлена на то, чтобы вы получили желаемое, вы получили то, чего вы добивались. И этому будут рады и окружающие люди, и они будут понимать, что все, что вы получили, это не зря. От вас, конечно же, требуется не просто почивать на лаврах, здесь, конечно же, понимание того, что вам это досталось не просто так. И еще от вас потребуется, конечно, совет карт. Мы смотрим, от вас потребуется понимание, если возникают какие-то ситуации, что вы должны в ситуации найти золотую середину. Возможно, вообще, в принципе, неделя будет спокойная в целом. Возможно, да, вот эти вот, да, вот то, что я говорила, получение, конечно же, да, плюшек, как я их люблю называть, за ваши активные действия. Не нужно тянуть одеяло на себя, иначе вы чрезмерно много на себя возьмете. Предостережение здесь найти золотую середину между теми вариантами, между теми ситуациями, которые у вас будут происходить. То есть, может быть, вам что-то предложат, и вам нужно найти вот золотую середину, то есть согласиться с тем, что вам предложат. Вот эту, может быть, знаете, предложат какие-то плюшки для того, чтобы вы взяли еще больше ответственности на себя, потому что жезлы – это все-таки действие, это не деньги. Здесь, конечно, для вас предостережение, что вам нужно будет даже сделать какой-то выбор. А давайте мы посмотрим, что у нас за выбор. Давайте мы посмотрим, что у нас будет за выбор. О, ну вот что я говорила. Ну, я говорила, выбор либо вы понимаете, вы либо вы берете и тащите все на себе, либо вы, находя баланс между предложенными вам возможностями, находите баланс, и вы в итоге оказываетесь просто королевой, да, вы получаете и возможные какие-то перспективы, и возможные обогащения за счет увеличения ваших вот возможностей, увеличения ваших перспектив, увеличения, ну, в работе я почему-то вот вам говорю, потому что это действие, это больше работа, основная часть недели это у нас будни. Здесь карты говорят, что возможно, что вы либо еще больше будете делать, либо вы не будете зариться на большие деньги и возьмете все-таки как-то, да, себя в руки. И таким образом вы выйдете в дамки, вы получите даже больше, если вы сейчас пойдете на какие-то вот небольшие уступки, для того, чтобы было все в равновесии. Хорошей вам недели.